Привет, друзья! Насколько вы в душе испанец и подходит ли Испания для жизни вам? Сегодня мы проведем эксперимент. Я расскажу 15 жизненных ситуаций. Вы только не забывайте записывать свои баллы. И в конце мы посчитаем, на сколько процентов вы испанец. Ну что, не будем откладывать? Поехали! Первая ситуация. Представьте, вы приходите в офис и вас знакомят с новым коллегой. Как вы с ним поздороваетесь? Пожмете руку, либо два поцелуя, либо вообще поцелуи. Выбирайте, отвечайте, как сделал бы настоящий испанец. Испанец, конечно же, бы подарил два поцелуя. Почему? Потому что если вы пожимаете руку, это означает, что сразу дистанция между вами. То есть между вами не будет хороших отношений. И это как рассказывал мой преподаватель по испанскому, когда он только появился в нашем департаменте. И в первый же день все женщины этого департамента с ним поздоровались поцелуями. И если бы начальница поздоровалась именно рукопожатием, а не поцелуем, то означало, что нет, ты мне не понравился, между нами не будет хороших отношений. Так что кто сказал, что поцелуи, то ставьте себе 1 балл, а кто рукопожатием, то ставьте себе 0 баллов. Следующая ситуация. Вы едете в лифте и встречаете молодую маму с маленьким ребенком в коляске. Что вы сделаете? Вы будете общаться с этим ребенком, либо вообще не обратите внимания, вообще как вы себя поведете? Настоящий испанец, он бы, конечно, начал здороваться с ребенком, как-то с ним заигрывать, общаться, улыбаться, то есть не только с родителем. Поэтому тот, кто ответил на этот вопрос так, то ставьте себе 1 балл, кто бы не обратил внимания, ставьте себе 0 баллов. Следующая ситуация. Вы пригласили своего коллегу, либо хорошего знакомого к себе домой в первый раз. Будете ли вы ему показывать свой дом? Там какие-то у вас комнаты есть, что где что находится? Да или нет? Испанец бы обязательно показал свой дом. Это считается нехорошим тоном, если бы он не стал показывать, как будто вы что-то утаиваете, что-то у вас там тайное, скрываете, может быть, вы преступник. Поэтому, если вы показываете свой дом, ставьте себе 1 балл, если не показываете, 0 баллов. И не забывайте, в конце мы посчитаем эти баллы. Ваш коллега или хороший знакомый пригласил вас к себе на ужин. Что вы принесете к нему домой? Например, вино, цветы, может быть, десерт. Что вы принесете? Настоящий испанец, конечно же, принес бы вино. Поэтому, если вы ответили так, ставьте 1 балл, а в всех остальных случаях ставьте 0 баллов. Вы спрашиваете, сколько зарабатывает ваш друг, коллега или в семье? Испанец, он бы не стал спрашивать, потому что эта тема считается закрытой, и ты считаешься некультурным и не тактичным человеком. Поэтому, если вы ответили нет, то ставьте себе 1 балл, если ответили да, 0 баллов. Представьте следующую ситуацию. Ваш коллега, который недавно устроился на работу, или, может быть, хороший знакомый, сделал себе необычную прическу, может, какой-нибудь ирокез, или как-то выбрил затылок, или еще что-то сделал. Как вы отреагируете на это? То есть вы, может быть, не заметите, не обратите внимания, не станете ничего говорить, либо скажете, какая замечательная прическа, либо еще что-то, какие ваши мнения. Испанец обязательно бы что-то сказал. Если вы не обратите внимания на прическу, на внешний вид, это означает то, что вам точно не понравилось. То есть это очень-очень некультурно. Даже если вам прическа не особо понравилась, вы просто можете сказать то, что «Ой, какой необычный лук», как они, испанцы сейчас, кстати, очень любят это слово английское, которое в целом обозначает, потому что в испанском языке нет такого слова, которое в целом внешний вид, это все, которое включает. А если действительно понравилось, то они обязательно скажут, какая вообще классная прическа, как тебе идет, вообще замечательно. Поэтому, если вы обратили внимание, то ставьте себе 1 балл, если не обратили, то ставьте себе 0 баллов. К вам пришли гости. Они пробуют у вас блюдо, и вы видите, что какой-то друг уже ничего не ест, ничего не пробует. Будете ли вы настаивать, чтобы он еще что-то попробовал? И сколько раз? Настоящий испанец, особенно испанка, настаивали бы очень много раз, особенно какая-нибудь испанская сеньора. То есть она вам будет 1, 2, 3, 4 раз предлагать, чтобы вы попробовали. И они, то есть, не поймут, если вы не будете пробовать. То есть вроде бы уже не хочется, но тебя как бы заставляет. Это такой испанский менталитет. Другая ситуация. Вы пришли в гости к другу. Как вы будете обращаться к его родителям? На «вы» или на «ты»? Если вы обращаетесь на «вы», то ставьте себе 0 баллов. Настоящий испанец обращается на «ты». То есть он может быть в самый первый раз и обратиться на «usted», то есть «вы». И обычно сразу же взрослые люди говорят «нет, tú te conmigo», то есть обращайтесь ко мне на «ты».
Поэтому ставьте себе, если вы общаетесь на «ты», ставьте себе 1 балл. Но если родители вашего испанского друга или подруги так и оставили, то есть то, что вы обращаетесь к ним на «вы» всегда, это означает то, что между вами дистанция, и вы им не понравились. У вас есть хороший, но застенчивый друг, и вы идете вместе с ним на вечеринку, где он никого не знает. Как вы поступите? Вы дадите ему свободу, чтобы он сам там заходил, знакомился, общался, либо вы будете все время, весь вечер с ним находиться, и так вечеринка и пройдет. Настоящий испанец обычно поддержал бы друга и все время находился бы с ним. Если видит, что друг уже освоился и общается без него, то тогда он бы его отпустил. Но если нет, то весь вечер он бы пробыл с ним. Поэтому, если бы поступили так, то ставьте себе 1 балл, если нет, то ставьте себе 0 баллов. Следующая ситуация очень типична для Испании. Прошли праздники, к примеру, Рождество или Новый год, и ваш знакомый, друг или член семьи поправился. Вы ему скажете об этом или нет? Только честно отвечайте. Испанцы в этом случае не стесняются и говорят все как на духу. О, ты engordaste? То есть ты поправился? То есть они этого не стесняются, поэтому если вы также говорите прямо, то ставьте себе 1 балл, в противном случае 0 баллов. Еще одна ситуация. Ваш друг вас пригласил на день рождения. Вы придете с цветами или без цветов? Как думаете, поступил бы испанец или испанка? Конечно же, они пришли без цветов, потому что они без цветов ходят даже на свадьбы. Цветы они часто дарят только на похороны. Вот такая необычная ситуация. Поэтому, если вы ходите без цветов, ставьте себе 1 балл, в другом случае 0 баллов. Продолжим про день рождения. Вы приходите на день рождения, что вы обычно дарите? Чаще всего одежду, может быть, технику, сертификаты. Испанцы очень любят дарить одежду на день рождения. И к этому подарку всегда прилагается чек подарочный, то есть на нем не написана цена, и вы можете в любой момент пойти в магазин и обменять, если вам вещь не подошла по размеру, по цвету, или вам предложат другую. Но деньги вам не вернут. И дарят так очень-очень много одежды. Не удивляйтесь. И если вы тоже так же дарите, то вы прям настоящий испанец. Ставьте себе 1 балл. В другом случае 0 баллов. Если у вас родилась девочка, проколите ли вы ей уши до года? Да или нет? Испанец и испанка об этом даже не задумываются. Они прокалывают девочкам уши вообще еще в роддоме, то есть первую неделю жизни. И даже бывают такие случаи, я знаю у знакомой, то, что у нее девочка, и уши были не проколоты, а ребенку было уже 1,5 года. Она была в розовом платьице, и бабушка подошла, спросила: а у вас мальчик или девочка? То есть ее удивило. То есть они привыкли, что всегда у всех девочек есть сережки. Неважно, год им от роду или нет. Поэтому, если вы прокалываете уши, то ставьте себе 1 балл, в другом случае 0 баллов. О чем вы любите говорить? О чем вообще чаще говорите с друзьями, с знакомыми, с родителями? О еде, о путешествиях, может быть, еще о чем-то другом? Испанцы всегда говорят о еде. Даже если начинают о чем-то другом, то все время у них сводится все к еде. То есть еда, я люблю тебя. Поэтому, если вы также любите говорить о еде и есть, ставьте себе 1 балл. В другом случае 0 баллов. Ну и последняя ситуация. Поздно ли вы ужинаете? Если да, то вы прям 100% испанец. Ставьте себе 1 балл, и сейчас мы посчитаем, сколько у вас всего баллов. Итак, подведем итоги. Если вы набрали 15 баллов, то вы 100% испанец. Если у вас 13 или 14 баллов, то вы в душе испанец. Просто, может быть, вы мне часть вопросов проспали и не добрали до 15. Если вы набрали от 9 до 12 баллов, то вы на 70% испанец. Вам просто немножко не хватает праздников в жизни. Если у вас от 6 до 8 баллов, то вы наполовину испанец. Вы любите вздремнуть в сиесту, вы также ценитель испанского вина. Может, вам просто нужно приехать в Испанию в следующий раз на месяц, и тогда вы станете 100% испанцем. Но если у вас от 0 до 5 баллов, то Испания вам не подходит для жизни. Поэтому начните изучать испанский, и, может быть, вы превратитесь в испанца. Друзья, надеюсь, мое видео вам подняло настроение. Хоть оно было и шутливое, но в нем очень много правды. Испанцы действительно такие, это присуще испанскому менталитету.
Теперь вы с ним немножко поближе познакомились. Надеюсь, вам понравилось. Тогда поставьте лайк этому видео, подпишитесь на мой канал, кто еще не подписался, и вас ждет еще много-много интересных видео об Испании. Ну что, до встречи в следующем видео. Адьос, пока!